Всем-всем-всем привет с прекрасного града Измаила! Вас приветствуют авторы канала Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. И сегодня у нас очень интересная тема, и ее подсказала наша давняя приятельница. Кстати, несколько человек мне рассказывают такие же истории, похожие на эту. Так вот, приятельница не могла несколько лет подряд собирать урожай огурцов. Оказывается, любимец семьи, кот Тошка, еще маленькими огурчиками собирал зеленцы, съедая их. Когда он ел огурцы с кустика, он становился на задние лапы и держал часто побег лапами и откусывал кусочек за кусочком огурчик. Ни уговоры, ни купленные на базаре огурцы не помогали. Он не захотел, даже понюхал на базаре купленные огурчики, зеленцы и ушел. Что это вы мне подсунули? Кстати, даже пробовали как-то закутывать огурцы и возле дерева высаживать. Так он с дерева, когда они плелись на дерево, он тоже на дереве находил эти огурцы и съедал. Ну вот после этого они построили теплицу, но и здесь Тошка управлялся со свеженькими огурчиками легко и просто. Но тогда от кота сделали металлическую дверь, сетку, и только так огурцы стали созревать на плетях, и семейство наконец-то смогло полакомиться витаминами зеленцами. Но вот незадача. Это происходило буквально месяц, радовались огурцам, но появилась новая проблема. У кота нет доступа в теплицу, зато через эти металлические двери спокойно проникает белокрылка, паутиный клещ и другие вредители. Они буквально свирепствуют сейчас на растениях огурцов. Листья уже желтые, поникли, и растения, естественно, огурцы не наращивает. И вот мне на днях позвонила Нина Александровна, так зовут мою приятельницу, попросила совета, что делать. Раньше съедал все огурцы Тошка, а потом уже на поломанные плети никто не обращал внимания. Их просто-напросто забрасывали, и никто ничего не делал, бесполезно. Но вот теперь такая ситуация, что же делать? Вопрос для нее сложный. Ну и для нас тоже сложный, потому что, чтобы посоветовать, нужно было узнать, что она делала. Ведь растения очень запущенные, вредителей много. Она мне показала фотографии, что она сделала на телефоне. Это просто катастрофа. Ну и по рассказу приятельницы я поняла, что на огурцах поселились и другие вредители. Ну и как им там не селиться? Ни разу, оказывается, огурцы не опрыскивали. Абсолютно ничем. Ответ был такой: мы хотим есть экологически чистые огурцы. Зачем их обрабатывать? Да и как узнать, что надо обрабатывать? Увы, без обработок никак не обойтись. Вредителей развелось очень много, причем повсеместно, во многих странах, во многих регионах. Мне присылаете вопросы, фотографии. Это просто действительно катастрофическое положение. И вот мы, кстати, на днях специальную лампу повесили от комаров, а утром там открываем и находим самых-самых разных бабочек, жуков. Это же все ночью спешит на наши растения, на грядках, в теплицах и в саду. И все эти вредители не только едят листья, плоды, пьют соки, но и тут же откладывают свои яйца, чтобы продолжить свое потомство и свое семейство. Даже белянки, если нет их любимых растений, откладывают яйца на том, что растет в саду и на огороде, и на сорняках. Не смотрят они уже ни на что, и у них задача продолжить себя в других таких же вредителях, как мы их называем. Ну, для этого нужны профилактические обработки, чтобы уйти от этих вредителей. Конечно же, есть в разных странах биопрепараты, биоинсектициды. Я использую Скарада М. Но у многих нет доступа и возможности приобрести вот такие препараты.
Поэтому нужно еженедельно готовить простой и доступный домашний инсектицид, и каждый может это сделать. Мы уже рассказывали о том, что мы попробовали обрабатывать чесночными настоями. Некоторые нам прислали свои рецепты, зрители, с добавкой к этим чесночным настоям еще и горький перец. И скажу, что мне очень понравился чеснок именно в инсектициде домашнем. И вот рецепты наших зрителей, я их опробировала. Начинала я, самое главное, с маленького количества. Вот, например, суточный чесночный настой против паутинного клеща и отли. Ну и другие вредители тоже, кстати, им это не нравится. Так вот, я брала 200 граммов, а сейчас нужно 300 граммов. Это знойная жара, нужно больше чеснока. Слава богу, есть хороший урожай чеснока, и можно его использовать. Итак, вот 300 граммов чеснока нужно измельчить, желательно в мясорубке, если еще на дачах у многих советские вот эти мясорубочки, измельчить и залить 10 литрами воды температуры воздуха. Не нагреваем, не варим, просто вот температура воздуха, отстоянная вода. И залили вот этот чеснок, перемешали. Сюда можно еще добавить 50 граммов именно вот этих семян горького перца. Перемешали, накрыли крышкой, делаю это вечером и настаивается до следующего вечера. Процеживаем и сразу же можно опрыскивать растения. Прекрасно помогает, прекрасно работает. Единственное, что плоды будут чесночного аромата и чуть-чуть перечные. Но когда новые уже нарастают, то, естественно, ничего уже той горечи нету. Но зато уже минимум неделя ваши растения обеспечены защитой. А вот еще один чесночный настой, но он готовится чуть дольше, 3-4 дня. Чесночный настой снова же против паутинного клеща и тли. 600 граммов чеснока нужно измельчить, 600 граммов чеснока измельчить через мясорубку и добавить сюда же тоже 50 граммов горького стручкового перца. Но если нет стручкового, можно, как я, вот использую свои колокольчики, перчики, только семена выбираю. Так вот, измельчили через чесночницу, можно все это вместе и уложить вот этот чеснок с перцем в 3-литровую банку, стеклянную банку. Сюда добавляем, вот здесь нужно уже кипятить, 2 литра кипятка. Заранее отмерили, закипело, аккуратненько влили, перемешали, накрывайте крышкой и в темное место. И вот в конце 3 суток, 4 дня можно еще ожидать, инсектицид будет готов. Процеживается этот настой через несколько слоев марли. И можно в банку, если сейчас прямо нету, это можно заранее сделать, нет необходимости сегодня, допустим, процедили, он уже готов, и в темное место. А вечером, только поздно вечером нужно обязательно развести в 9 литрах воды, можно 10 литров, получится 11 литров. Эффект одинаковый, пробовала. Так вот, разводите в 10 литрах воды вот этот настой и опрыскивайте как можно позже вечером. Вот этого рецепта хватает на 20 литров воды. Не смогли сегодня опрыскать, снова же закрыли банку стеклянную крышкой и в темное место. Не в холодильник ни в коем случае. В темное можно в погребе. Храню все в погребе. Вот эти два рецепта, я очень благодарю вас за то, что вы дополнили эти рецепты и прислали мне вот эти подсказки. Очень хорошо работают. Если нету возможности приобрести биоинсектицида, кстати, и яды сейчас не работают, ну и биоинсектициды, естественно, если их рано использовать утром, то они сварятся при такой знойной жаре, которая установилась во многих странах. Все уже просто задыхаются от этой жары. Ну а вредителям это самое лучшее время. Но мы не дадим им разводиться. Главное в вот этих обработках только поздний вечер. Каждое утро я провожу в теплице, в огороде, обход такой делаю и осматриваю листья растений. Если листик чистый,
то это не значит, что через сутки сюда не прилетят паутины клещи, белокрылка, клопы, черепашки, белянки и другие различные вредители. Поэтому профилактика в эти очень жаркие дни, в этот период июля и августа, настоями чеснока и горького перца – это просто золотая находка для огородников. Используйте эти подсказки, и это очень здорово вам поможет. Сегодня, казалось бы, видео ни о чем. Нет, видео очень важное для того, чтобы в это жаркое время использовать вот эти простые и доступные каждому, вот эти рецепты, эти продукты, которые есть, уже созрел хороший чеснок, есть прошлогодние перчики, у каждого есть обязательно на даче вот этот набор горького перца, красный, вот он красивый такой и очень жгучий. Вот это можно использовать сейчас, вот эту жару. Буквально сама природа создает нам условия, чтобы мы научились, вернулись к тем первоистокам, когда мы использовали вот эти наши предки, вот эти прекрасные продукты, которые могут просто находятся у нас на кухне, на хоздворе, в огороде, и можно вот это все использовать для того, чтобы спасти наши растения. Еще